В этом ролике я расскажу вам, зачем на складе нужно использовать автоматизированные системы отбора товаров с применением рельсовых кранов-штабелеров. Современные складские технологии обладают одной очень большой проблемой. Это излишнее количество людей, которые бегают по складу. Почему они бегают? Потому что нужно пойти в дальний угол, взять какую-то деталь и принести ее куда-то на конвейер или на место сборки. Вот эта беготня иногда занимает до 80-85% времени работы сборщика. Для того, чтобы избавиться от этих процессов, мы стремимся в технологиях склада ввести современные автоматизированные системы. Рельсовый кран-штабелер на складе выполняет следующую задачу. Он получает команду от системы управления складом о том, что нужно приехать в определенное место и забрать из нее упаковку с товаром. Он подъезжает к этому месту, позиционируется, выдвигает свой эффектор, поднимает коробку над местом хранения. При этом вес коробки, в общем-то, может быть достаточно большой. Либо, если это палета, то мы можем спокойно оперировать стандартным весом палеты до 1,5 тонн. После этого кран продолжает движение и вывозит эту коробку или палету на либо конвейер, либо в автоматизированное рабочее место. Еще одна особенность этих технологий заключается в том, что мы можем очень плотно хранить товар на небольшой площади, но с повышенной высотой, потому что никто не запрещает нам создать кран-штабелер, мачта которого может достигать 40 и более метров. Если сравнить между собой различные технологии, такие как широкопроходные, например, где на 1 квадратном метре мы не можем сохранить более чем 1–1,5 палеты. Это узкопроходная технология, у которой плотность хранения повышается примерно в 2 раза. То та технология, которую вы видите сейчас с использованием кранов-штабелеров, она может повысить эту плотность хранения в 5–6 раз. Соответственно, потребуется меньше площади, потребуется меньше количество движений, технология ускорится, и это дает очень большие позитивные результаты, как только мы начинаем считать экономику проекта. Необходимо отметить, что технология, которую вы только что видели, была изобретена впервые в СССР в 1961 году. После этого как-то работы в этой области заглохли, особенно к 90-м годам, а на Западе они приняли такой размах, что на сегодняшний день в мире существуют многие десятки тысяч складов, использующие эти технологии. Но я должен сказать, что и в России мы не остановились на месте. На сегодняшний день приблизительно около 2 десятков складов уже имеют эти технологии, и сейчас бурным темпом идет внедрение этих технологий, потому что реально они обеспечивают гораздо более мощную экономику склада по сравнению с привычными для нас старыми складами.